Здорово. Здорово. Ничего. Кстати, футбол смотрел? Не любишь футбол? Не. Я только заходил в магазин за пивом у нас, который и там как раз тоже телек есть. Вот, и там футбольные болельщики, пипец. 1-1, Вот короче, закончили, и этот... Сейчас дополнительное наши, время. что ли? Да, с испанцами, прикинь. Точно. Сейчас Я наши думал, с наши испанцами проиграют. Хотя бы вроде. Да, хей-йоу, привет, Димас. Да, 1-1 пока играют. Сейчас дополнительное время, но мне, знаете, если честно, не нравится, как у нашей сборной по физухе. Они что-то все настолько уже уставшие, там у всех уже судороги, короче, уже падают просто. Испанская команда более бодро выглядит в плане физухи. Здорово, Оксивилла. Еще раз. Я вчера этот в рестик ходил, там тоже транслировали Франция-Аргентина. Я как раз попал на прямую трансляцию, и там французы сидели. Пипец, они орут. Я аж подпрыгнул, когда они первый раз заорали, что гол. Я реально чуть подпрыгнул. За спиной у меня как раз были танки. Жесть. Просто жесть. А мне что-то не показывает время. В твоем стриме я вижу, а в этом самом на Твиче почему-то у меня черный. 50 секунд до начала. Блин, вообще на Твиче не видно ничего. Если меня слышно, все нормально. Да, Россия плохо выглядит после второго тайма. После 4-й минуты дополнительной. Что за фигня, я не пойму. Это я. Teams, 2 regions, and every single one of them getting Вот, that one step началось. closer to our Guns of Boom Go Опять for эти finals. ведущие, My name is Ketchup, которые and были в welcome прошлый раз. to the ESL Guns of Boom Go for finals for Europe and North America. I'm joined on the desk, as always, by Mustard. How's it going, man? Not too bad, thanks. This is our second broadcast, and as you will see very soon, we have a lot of the same teams we saw 2 weeks ago. So it's nice to see consistency in this Guns of Boom Go for adventure that we're undergoing together. But before we get too much into it, we do have a number of graphics to show снова you эти guys and girls at близнецы. home. So what it is you're about to watch, Но я думаю, what это не these teams близнецы. are working together to try and get towards. So the Guns of Boom competitive Макс, ты journey тут? is quite an interesting one. There are Видишь? weekly tournaments that take place Я on the вижу в left. твоем You can see, стриме, go почему-то for не вижу sign up. на Твиче. They do А, have cash prize every ну week. вот. Так, первое место получает... это вот смотри, видишь, показывают, как распределяется валюта. А почему USD и евро это вообще две разные валюты? Ну вот они по Sign на первом матче, потом Sunday Finals и уже финал большой, который... Прикинь, Норт Америка получает 120 тысяч этих долларов, а евро 40 тысяч всего лишь. Что за бред? Почему в евро больше команд, которые тащат, да, и у них призовой фонд меньше, всего лишь 40 тысяч? Странно. Вот, вышли Битобы, Якудзы, Джаги, первый состав, Триада, два состава, Ислам, Гудфилос, Стоп команды и Юнити. Ну, а что ты? Над чем ты?
the bracket you guys are just about to see is pretty much the invitational standings. This is adding up the points from all Так, of the здесь weeks. уже And as видишь you can по see поинтам, here, it короче, is Джаги actually на Knights первом of Honor месте, 1 на who are втором currently Хара, taking the Якудза, crown. The top three на teams, 3 третьем points, Триада will qualify for the European Invitational. At this и point in Битобы time, на that will четвертом. be Knights of Honor 1, 15 очков Yakuza and Triada. проигрывают. А, и у Triada Зиона worth еще. mentioning. They have got 2 15 in this очков running. But with проигрывают plenty of weeks left to третьему go, месту. this is always going to fluctuate, right? It's all about how these teams play week after Смотри, week. You know, these странно, go for да? bi-weekly finals. Это They will have a по nice итогам little chunk всех of change these guys can play игр for. The предыдущих. big thing about these streams here is giving the teams the all-important experience. Ну да, здесь был смысл только если с самого начала участвовать, чтобы попадать в какие-то призовые места по общему зачету. But over the last 2 weeks is really when those other teams have stepped it up to really bring it to them. And considering by no means are they locked into place, there is still plenty of time for those leaderboards to be flipped on their heads. That does give us time to go into our bracket for today, where we can see a lot of those teams you saw on those leaderboards are about to play each other for that nice chunk of cash. Так, back-to-back выиграли Акашек, Good Feels выиграли, Триада выиграла Good Feels. Ну, здесь как бы все предсказуемо получается. О, только Джаги первый состав выиграли Триаду. Это Триаду, они какой состав выиграли, интересно. Хара выиграла с топов 2-1 и вышли в полуфинал теперь. Битобы с Триадой и Джаги первый состав против Якудз. And then ultimately going into our grand finals at the end of the night. But to lift the teams, we have back-to-back Triada, Knights of Honor 1 and Yakuza. Так, а какой Зион выпал, какой состав, интересно? В игре, может, надо посмотреть. Сейчас, в общем, будем смотреть Битобы против Триады. А, ну сейчас как раз мы узнаем, какой состав Триады будет играть. Team of Knights of Honor, but it is the team that did take the crown last time. So for you that are just joining us, anyone that may be watching the stream at this point, no matter whether it's Сейчас все начинается уже по ходу бой. The Go For series is a free-to-enter online series for Guns of Boom, and if you play this game with your friends or with the squad or clan that you have together, you may as well get signed up. Да, мы уже ждем. Давайте, начинайте, показывайте нам. С самого начала лучше катку покажите, чем обо многом разговаривать. But that's the beauty of it, right? The fact that these cups, they are free to enter. It is obviously Guns of Boom. It's a free-to-download game, free-to-play game, and I'm assuming there's a number of people today watching that haven't really seen competitive Guns of Boom before. So this is going to be a nice opportunity to see what high-level gameplay looks like. Интересно, да, вот реально профессиональная специфика комментаторов, да, они по сути по-любому мало что соображают в этой игре, да, а так много могут говорить они. Зато бла-бла-бла, да. Ну, они такой общими фразами говорят, типа, сейчас будут 2 карты, если кто-то выигрывает на 2 картах, Европа, получается, улицы, метро и Европа площадь. Ну, в принципе, вот первая карта там кемперская. Ну, Джаги в прошлый раз показали хорошую игру на этой карте, когда они на атаке отыграли прям. При том, что так противоположная команда не атаковала, в принципе, особо. Нет, Северная Америка, она отдельно. Вот где $120 000. Почему-то там призовой фонд больше. Странно. Очень странно. 40 000 евро для европейских команд. Северная Америка, я знаю, что они отдельно. У них серваки отдельные. Он произносит Guns of Boom. Guns of Boom. You know, there's a nice amount of money to play for even before you qualify for, you know, the European Invitational, the Season 1 finals, you know, just down the line, right, where you have all these different parts of the world that you can play. And so many of these players have gone from playing Guns of Boom, you know, casually, just for fun. I mean, it's a mobile game, right? That's kind of what mobile gaming is always built around. Just turning it on, having a few games, and just having a good time. But they kind of Давайте мы ждем игру Битобов против Триады.
Но мне почему-то кажется, что триада должна выиграть битобов. А, во-первых, они уже их выигрывали уже, по-моему, да? 3-0 они их, по-моему, выиграли в финале. Правда, я не знаю, этот состав выходил или нет. У битобов один состав, у триады 2 было. Сейчас вышел только один состав. Если Фио нет в комментах, наверное, скорее всего, он вышел в финал. Вот все, начинается катка. Первая карта Европа улицы. Битобы против триады. Надеюсь, нам покажут с самого начала. Да, вроде. Да, гробовщик. А, это нет, без Фио. Без Фио. Эксперт, Дедли, гробовщики. Привет, Андрей. Другой состав. Так, Микс пытался зайти, убил, сделал first blood. Первый килл за ним. Киллинг машин снизу. Его убирает. Привет, Андрей. Пока что триада ведет. Ох, все зашли, смотри, по правой. Битобы прям зарашили справа. Но, по-моему, не очень. Они отлетели все. Один работает, Барракуда работает. У триады нормально все. Очень много киллов именно с Барракуд и с Барракуды и с этой. Смотри, одни снайперки и эти Одины. Вот сейчас был. Вот просто по киллам посмотреть даже, да? Смотри, как Барракуды работают. И Одины, смотри. Барракуды, Одины, Барракуды, Одины. Ближний бой вообще никто не может зайти на этих улицах. Микс почему-то один зашел, его снимает. Вот, у гробовщика тоже. Вот сейчас гробовщик забирает. Блин, как не забрал. Смотри, у киллинг машина жаки, броня восполняется сразу. Ну да, здесь, в принципе, бегать не надо быстро. Так, Дедли один на жуке стоит. Сейчас, походу, ему вдвоем они зарашивают. Да, не успел ничего сделать. Ох, жестко. Сейчас битобы прям со всех сторон. Нашли. Смотри, в 2 килла, короче, сейчас отрыв минимальный вообще. Битобы все снизу, получается, стоят. Так, увидел Дедли, что снизу там. Блин, его убрали. Так, Андрею надо. По инфе он, по-моему, идет. Заходят они все в подвал. Вот хорошо, сейчас заходят все вместе дружно. Эксперт делает трипл килл, уходит к себе. Да, ему сейчас надо засейвить, чтобы сделать киллинг спри. Плюс 15 очков еще. Дедли отлетает от Микса. Все битобы по центру зарашат сейчас, походу. Что-то почему-то разделились. Двое пошли рашить, а двое не пошли. А, потому что они там зашли. Вот, эксперт делает киллинг спри. Вот сейчас, да. Сейчас уже практически 80 очков выигрывает триада. Эксперт до сих пор жив. Уже 5 киллов взял. Практически 100. Вот, им надо справа, мне кажется, ходить гонус, забирать красную. Забрали уже. Да. Смотри, просто по киллам. Барракуды. У киллинг машины, кстати, тонат. Гробовщик уже второго забирает оттуда. Гонза забирает двоих. Им, по сути, осталось сделать 2 килла.
2 килла, они выиграли эту катку. Да, здесь уже не затащит, мне кажется, никак. Биток, поэтому давай, Гонзу осталось убрать, и все. Гонзу справа от Джука осталось. Все, я же сказал, Гонзу забирать. Красава, молодцы. Нормально прям сыграли. Сейчас, получается, будет вторая карта точки. You still can't overextend, right? Even though you're going to build momentum, you're going to kind of have that mental win that, you know, when a team is almost having a guaranteed win and it starts to slip from them. Но карта вообще снайперская. Хорошо там отыгрывали на барракудах ребята из триады. Там и Одины, то есть там реально не надо было подпускать на ближней дистанции. То есть все нормально вроде. Ты пропустил только одну игру, печенька. Сейчас они сыграли, пока триада ведет 1-0. Выиграли карту Европа улицы. Сейчас будет карта на точке. Если они выиграют точки... или здесь тоже до 3 побед. По-моему, до 2. Вот сейчас покажет реплей. Они в начале, видимо, были такие с автоматов. Гранаты, конечно, дамажат хорошо здесь. Вот эксперт. Эксперт, я точно помню, сделал здесь и трипл сделал, и киллинг спри, и потом еще 5-го забрал. То есть он 5 киллов сделал. Мне кажется, он там, возможно, MVP получил. Триады с Украины. Но я не знаю, как все насчет всех, то, что они все с Украины или нет. Но представляет Украину. Now you're talking about positioning a bit more. You're talking about knowledge of enemy spawn points and where they're likely to come from. You know, when do you use your sniper rifles? When do you opt to go for, you know, other things, for example? As we can see that, you know, again, we're seeing a lot of the same weapons that we saw last time. And I think most notably, if anything, it's the Barracuda that really is being that kind of dominant weapon, because it is a tremendously powerful sniper rifle. But on Subway, maybe not quite as prominent. I think that's actually a good observation because weapons are going to be, you know, they kind of have variable uses depending on the map that you have selected. So in this situation, так, метро началось. Вот все вчетвером заходят на точки триады. А те почему-то засейвиться решили. По вагонам распределились двое. Блин, их, по-моему, расстреляли, слушай. Нет. Триада расстреляла. Привет, Андрей, трипл килл сделал. That's what happens, right? If you're able to get the point so quickly and then get multi-kills, it is just going to quickly get away. There's a headshot coming through, but there's no way John Wick could be able to survive. Трипл килл зарешал, смотрите, 210 очков. Ну сейчас уже точка не их. Им надо сейчас вместе как-то ее брать, чтобы они не дефили ее. Если по одному будут заходить на точку, будет просто там убивать и делать плюс 24 очка. Вот сейчас, видите, Битобы начинает дефить тупо точку и все. И очень много пошли в плюс. Битобы именно. Вот сейчас они берут вдвоем. Че? Почти сотку. Да. 50. Ну уже вот триада забирает точку. Им сейчас надо прям задефить. Вот, да. Одного уже задефили на точке. Сравниваются. Уже выходит вперед. Да, триаде сейчас надо прям жестко точку. Они их поджимают, видите, всех. Креспы. Теперь надо успеть. Эксперт один появляется на точке. Сейчас будет Силдина пытаться забрать, но там трое. Одного забрал. Успел задефить один раз. Дедли ждет. Нет, Дедли убирает. Так, гробовщик. Теперь битобы. Теперь битобы. Квадрокилл от Джон Вика. Да, плюс еще и точку забрали. Сейчас будет дефить еще.
Гонза оббегает респу. Ой, жестко задамажил эксперт. Пилинг машин собирает. Какая здесь реально, смотрите, какая борьба просто. Борьба очень жесткая. Ой, гробовщик, повернись. Он бы не успел уже. Андрей забирает точку. Теперь надо дефить. Ох, заходит там на точку. Смотрите, просто счет прям тютельку в тютельку идут друг к другу. Ох, жестко. Битов, поход, затаскивает. Йо, опять, смотри, гранаты. Просто 16 очков. Смотрите, 1 килл и все. Все. 1-1, блин. 1-1. Битобы против триады. 1-1. Метро прям реально туда-сюда переваливалось. Небоскребы, что ли, 30? Сейчас, походу, да. Сейчас давай попробуем. Но если небоскребы, то битобы точно играют. I think it's a question of the fact that grenades are obviously the only real way of doing area damage in this game. You know, it's not like the weapons. Так, сейчас давайте попробуем. Ищем вплотную, прям кому как повезло. As a group. So 2 grenades a life, you'll get a lot of lives because you'll be dying a lot, typically speaking, based on what we've seen. So you are going to have to deal with grenades. You know, you have to be ready for them all the time. However, there's only so many ways to keep yourself alive at the same time because you only get a finite amount of health regeneration per life. So it's kind of like very much, these are the dominant teams, these are the guys to beat, and a lot of teams were just kind of just breezing their way into grand finals. I'm actually happy to see that in the space of 2 weeks, where teams have не получится сделать больше, потому что там надо настраивать долго, короче говоря. Россия, Испания 1-1, идет второй овертайм. Мне кажется, они там вообще уже выживают просто до этого, до пенальти. Смотрите, здесь Россия 1, Россия, Испания 1-1, и здесь битобы триада 1-1. Символично прям. Но триада, по идее, они хорошо играют небоскребы, они должны битобы здесь выиграть. Они могут и забаракудить хорошенько. Так что, я думаю, небоскребы они выиграть должны. Если они выигрывают небоскребы, все, они проходят дальше. Финал. Мы еще здесь потом посмотрим игру за 3-е место. 2 weeks of that kind of time, of that kind of grind, is more than enough to make that kind of gameplay difference. So just imagine what it's going to look like in 2 weeks from now. Нашим, мне кажется, надо уже, ну, в смысле, в футболе, доводить все до пенальти. Это у них больше шансов в этом. Там хоть какой-то рандом будет решать. 40 тысяч будет призовой фонд, когда будет последний финал уже в Катовице, в Польше, европейский, 40 тысяч евро и 120 тысяч долларов Северная Америка. В данном турнире я не помню, сколько там, 1000, что ли, за первое место. А, вот, здесь Европа, площадь. Сразу по двое пошли на С. Привет, Андрей, с киллинг машину перестреливаются. Привет, Андрей, перестрелял. Красава. Так, Мик заходит к нему. Что-то Дедли как будто предлагался. Киллинг машин забирает. Так, Гонза один на точке остается, его снимает, по-моему, привет, Андрей сейчас. Сейчас очень важно каждый, кто будет точку брать, кто каждый как перестреливается, здесь прям все будет это решать.
Потому что счет очень, видите, как он идет. Прям нос. Прям, короче, затылок в затылок дышит каждый. Пока что выигрывают триада. Прям 20 очков буквально. Б забрали. Б контролят. У битобов 2 точки. Или 3 точки уже у битобов. Б точно уже битобовские. Ой, еще 2 дефа на Б сделали. Микс еще киллинг спри. Ой, вот еще, смотрите, сразу больше 100 очков выигрывают. Да, им сейчас надо подвой бегать на точки. Триад, чтобы забирать точки по одной хотя бы. Трое уже на Б. Они опять дефят Б. Б жестко вообще отлетает от Б. Да, сейчас надо тупо вместе бегать. Да. Битобы грамотно сейчас отыгрывают, они, видите, Б не отдают. Привет, Андрей, сейчас должен забрать Б. Красава забирает, он перестреливает кого-то. Эксперт им помогает. Б забирают они. Ой, гробовщик один пошел. Его Джон Вик забрал там. Содина. It's a comfortable trade to take. Back to back on the verge of moving on in this bracket. Now they have to just keep it going though. We know 200 points is a lot, especially at this point in the game. Сейчас Дедли должен забрать киллинг машину. Давай, киллинг машину. Блин, киллинг машин забрал. Дедли. Wins the 1v1. And as we go, we're kind of hitting that 2-minute mark as well. Красный на Б остается один. Да, битобы. На Б они очень много очков набрали. Так, гробовщик полный должен забрать Б сейчас. Все, помогает Б. Правильно то, что они помогли Б. Им сейчас надо от Б задефить. Давай, эксперт. Как он найдет, что Микс там забрал кого-то. Гонза, давай, Гонзу. Ой, Гонзу мог забрать. Да, здесь уже все, здесь уже все. Да, здесь уже все. Бэк-то-бэк выиграли триаду. Kind of the difference in the game modes, right? You have to play them so differently to each other. Team deathmatch, it's all about the kill, it's all about the accuracy. King of the Hill, it's all about just being able to control one objective as a team. But when you start throwing on 3 points, there's so much more to it. We'll go as far as that capture seems to be one of the most important game modes to just make sure that you are playing it properly as a team. You can't just run around and capture as you go. I mean, all you guys really had to do was just look at the kill feed. Да, там жестко битобы, когда взяли Б, они очень много на ней именно очков заработали. Там, получается, как-то им дефить там удавалось хорошо. Бэшку. Но в начале шли прям очень плотно, как и в прошлой катке. Здесь очень, видите, важно, вот, когда точки ваши, очень важно дефить их. Перестреливать именно на ваших точках уже, которые вы уже захватили. Вот здесь эксперт. А, здесь эксперт уже Гонзу практически забрал в конце тоже. Ну, 1000 на 1200 там где-то, 1100 даже на 1200 где-то. Оксивилла, а там что, разве Россия еще не проиграла в футболе? For the first time in our European Go4 final, it's going to be 2 different teams under different banners in our grand final. Получается, битобы выходят сейчас в финал. For the first time, we're all very, very excited. But as you mentioned, this was just the first semi-final, and we do have our second one good to go. We're going to go for a quick break while we set up that next match. Don't go anywhere because the ESL Guns of Boom Go4 finals will be back after a short break.
Сейчас мы должны смотреть вторую игру, по идее. А, ну здесь типа повторы игры. Как это все было. Здесь... А, здесь тоже, получается, выиграли битобы на метро. Вот я этого микса не знаю. Киллинг Машины, Гонзу я точно... И Джон Вика. У них, видишь, четвертый этот микс. Он, видимо, под другим ником до этого был. Играл. И он, кстати, неплохо этот микс играет. Вообще неплохо. Он здесь, видишь, вообще MVP в 2 катках, по-моему, сделал. И в метро, и на Европе площадь. 238 очков он набрал. Вообще смотрите, кто это. Микс, да? Он, видимо, под другим ником был. Всем хай-ухай, злобные вирусы. С вами Нортон 254. Привет, Нортон. Тебя... Человек, да. Тебя твой конкурент выиграл, Касперский. Умар, мы не играем, потому что у нас команда не набирается. Так бы сыграли с радостью. Что там по футболу? Кто расскажет? Окси, посмотри, что там. А, еще дополнительно играет? Второй? Второй какой-то, да. Второй дроп Sky. Понятно. А сколько время осталось? Не знаю. Оксивилла, я не знаю. Вроде бы как запрещены эмуляторы на ESL-овском турнире, но я не знаю, как это отслеживается. Я надеюсь, что там все на сенсе играют. Вроде даже за это дисквалификация, если на эмуляторе ловят. Но я не знаю, как это отслеживается и как это вообще проходит. Поэтому не могу тебе сказать. Но я думаю, навряд ли какая-то команда, которая сейчас вообще участвует, играет на эмуляторе. Кто серьезно участвует, я имею в виду. Потому что, когда поедут они в Катовицу, там уже будут такие лан-финалы в плане офлайн турниры, где все будут уже играть на устройствах. И там никому не дадут комп для игры, понимаешь? Поэтому... Там нельзя будет привести ни свой комп, ни тебе не дадут комп. Тебе дадут смартфон, либо планшет, и будешь показывать там свою игру. И я думаю, навряд ли те, кто играет на компах, они в ESL додумаются играть. А в ESL Guns of Boom есть русская команда? Была, да? Вылетела уже? Сейчас пенальти будет, Сань. Ох, блин, я пенальти посмотрел, если честно. Но сейчас уже 7 секунд. Но я посмотрю пенальти потом в повторе тогда. Welcome back, everybody. This is the ESL Guns of Boom Go for Final for Europe. We had our first semi-final. Через минуту пенальти. And now going to be waiting in the grand finals. Левкин, была русская команда, вылетели все. Русские команды уже вылетели. Вот сейчас Зион играли в полуфинале против Битоба, тоже проиграли. Вот сейчас Битобы против Триады и играли, а сейчас играет Джаги. Сейчас мы будем смотреть, в общем, Джагов против Хары. Триада будет играть за 3-е место сейчас против команды, которая сейчас проиграет. Джагов или Якудза. Ну, сейчас будем смотреть, посмотрим, кто против кого будет Триада играть. Can you get some prize money today? But if Knights of Honor can win this and win 2 cups back to back, как думаешь, когда будет новый ивент? Не знаю. I mean, if anything, how much momentum could you possibly need? You know, how much kind of, you know, a statement could you make to say that not only are we the #1 team,
Надеешься, что не скоро? Не на что донатить. Нужно подкопить. Пару недель. Не запускайте пока ивент, да, у меня зарплаты не было еще, да. But we're going to be kicking things off with Team Deathmatch for another time. Knights of Honor, though, 2 weeks ago, they were able to take the crown. Так, вот начался матч. Почему-то нам опять показывают уже не с самого начала матч. Я не понимаю, как, почему нельзя показать с самого начала. 51 мужиков. Так, здесь получается в джагах играет основной состав, только я не понял, кто у них третий. Это кто такой? Джайгер. Это Айлос. Это Айлос переименовался? Да. У Хары играет Лордмана, Мигейт, XLNS и Ромео. Пока ведут джаги. Джаги будут играть на атаке, скорее всего, в любом случае. Потому что они уже показывали, что они на улицах умеют играть на атаке. Мигейт стоит слева от жука, без брони, он ушел к себе в подвал. Тимак забирает. У Тимака уже есть Один. Я как понимаю, у всей команды уже есть Одины. У джагов. No, takes out 2. Nice little double, which is going to give them a nice first point, but it's not enough. Knights of Honor still in the lead. Johnny scouts out the ambush attempt. He's going to be taking some damage. Да, жестко играет. Джаги очень хорошо здесь играют на этих улицах. Они просто на атаке жестко просто. Ох, как много, смотри, гранаты сняла. У Роми сейчас. Жестко прям. Гранаты дамажат очень хорошо, поэтому здесь уже даже, видишь, менять надо немного игру в плане гранат. Потому что гранаты надо использовать очень часто. Лордмана справа сверху, должны его, по идее, забрать. Тимак, да, забрал. И как восполняется полоска ХП от аптеки, это тоже совершенно... У XLNS Донатас. Очень странно. Well, it's the strength of the quick switch as well. You know, the techniques these players use where they kind of have their weapon order set beforehand. So if they have to swap between Porcupine and Assault Rifle, you can just double tap the screen and not really. Они просто на крополях все живут справа. Хара. Но мне кажется, джаги здесь должны затащить в любом случае, потому что они игру показывают красивее в плане атаки. Они просто тупо на атаке очень хорошо отыгрывают. И они, видишь, заходят по-разному. То есть двое справа, двое слева. Они не кучей заходят. То есть у них очень хорошая стрельба, значит. Half a second wasted is half a second you could have got a kill. That's the fact of the matter. Well, a bit of damage return. You can see the damage numbers, so he's going to know there were 2 targets there, coordinating against the rest of the team. Они очень хорошо друг друга поддерживают еще сразу. Если кого-то перестреляли, то потом не уходит, кто добил. У Тимака тоже Барракуда и Один. Но здесь уже нет шансов. 470 на 400, я думаю, по-любому заберут джаги. И зачем-то... они все посередине стоят. Дохлый пошел. Да, Раш зачем-то пошел в подвал. Ну да. Больше лучше бы они показали конечную табличку нам, чем мужиков. Один по пенальти. Мне здесь сразу в чатике еще пишут статистику футбольного матча. Вот прям совпало. Да, футбольно подвисает. Maybe not this time, as we are going to subway station again for a second time today, as this is still a semi-final match. Долорес запрещен, здесь только Дикобраз.
Ну как, только Долорес запрещен там по оружию. But what we have seen is the difference of an impact the map, the modes themselves bring to the table. Team deathmatch, you can be amazing in team deathmatch, but if you're not very good in the control modes, which are the other two modes, it's control point and king of the hill. If you're great at fragging, that's great. Щепа, я же отвечал уже, не набрали команду, поэтому. So, we saw team deathmatch go to Triada first, but it wasn't enough to get the win ultimately. Looking at first maps, you would have actually favored Triada. Дабар неплохо тоже стреляет. Они вообще, Джаги очень хорошо играют проплей. Именно и по стрельбе видно, что они во многих ситуациях перестреливают. Испания 2-1 пока. Джаги и Кудза 1-0. Теперь будет карта. Какая там вторая была карта? Какие-то точки. О, наш тоже. 2-2. Ура, 2-2. Метро. А, метро, да. А потом Европа. Да, Европа площадь. Джани не видит, повернись. Идет прям 2-2. О, Джаггер забирает. Даблкил. Все, Джаги выдвигается вперед, уже больше 150 очков идут. Получается. Дев, смотрите, как Дев. Очень хорошая стрельба. Слышь, наши тоже задефили. Да, задефили? Отбили, нифига. А Кенфеев рулит. Ну да, задефил. О, четко. Красава. Ну, здесь, мне кажется, уже Джаги очень вперед выходят, на 150 очков ведут, и еще дефит. Здесь именно по стрельбе Джаги показывают очень хорошую игру. Дабар не видит, ему надо повернуться, добить на точке. Он сейчас увидел. Наш забил. 3-2, отлично. Конор Макгрегор тоже с Одином стрижет. Дабар грамотно сделал сейчас. Ушел. Успел уйти. Поджимает Джаги уже потихоньку. 545 на 400. Хара берет точку и дефит ее. Сейчас от Джани зависит. Ой, Джани не перестрелял. XLNS взял 2 дефа. Конор. Ой, Конор тоже Миджай перестрелял. Так, сейчас вроде двое. Как-то... Вот, нормально. Сейчас забирают они точку, получается. Видите, Хара сейчас взяла точку и начала дефить, и они потихоньку начали догонять, но сейчас опять Джаги забрали точку. Конор Макгрегор Лордмана полного забирает вообще. Вот это хорошо, он сейчас сделал, конечно. Но здесь Джаги выиграют, мне кажется. Здесь очень сложно на метро, когда не твоя точка, и ты проигрываешь 200 очков. Очень тяжело забрать. Очень тяжело забрать. И догнать особенно, потому что здесь как-то идет все потом наперекосяк. Ну да, здесь уже в любом случае слив, потому что им осталось сделать практически 2 килла, по сути. Все, 2-0. Хара отлетает от Джагов, по-моему, вообще на изи. По крайней мере, на метро на изи, а вот там, да. Ну и там даже, получается, на изи, потому что они играли на атаке, Джаги. Джаги играли на атаке, даже не вчетвером захотел. Россия выиграла, победа. Красава, ура! Красавцы.
and getting both streamed finals in their favor. And going into the Katowice Invitational, if they can keep that up, and I think... Но России надо что-то делать по их физическому состоянию в плане будущих каких-то игр, чемпионатов и всего остального, потому что у них физическое состояние очень плохое. Испания намного свежее выглядела после второго тайма. Не после даже второго тайма, а когда заканчивался второй тайм. Там уже просто на лица смотришь, они как будто уже этот... Как, знаете, в школе после летних каникул кто-то начинает там 3 километра на физре бегать. На финише уже такие лица видели учеников. Вот такие же лица у российских футболистов были. Поэтому им надо как-то это... подтягивать. У нас Акинфеев там зарешал, да, я как понял? Вообще жестко, да. Very, very soon. I've been just told right now we have got the brackets to show you guys. So as you can see right here, it was 2-1 for back-to-back and Triada. So you can definitely say that Knights of Honor... Ой, я аж прям хотел тоже бы посмотреть, но я посмотрю после этого. После того, как здесь закончим, смотреть ESL-овский турнир, посмотрим, как там Россия затащила. Во-первых, Сайгак, у нас нету Ларсена уже. Он участвовал с Харой, я как понял, и они отлетели вчера еще. Акинфеев, я как понял, зарешал. Ну и другие не сплошали то, что забили все мячи, как полагается. А он прыгнул в другую сторону и ногой отбил мяч? Да. Он, короче, прыгнул, да, именно. И как бы руки вытянул, но мяч отбил именно ногой. Тот, видимо, по центру ближе бил, что ли? Да. А этот, короче, прыгнул в сторону, но отбил ногой. Как он умудрился? Джаги очень хорошо стреляют. Это прям пока, ну, видно. Очень хорошо стреляют. Проплей очень хорошо. Он тут Лардмана, видите, как показали даже 2 раза, как он Лардмана полного забрал с фулл хп, пока тот смотрел в прицел. Блять, весь дом орет, говорит. Да, Никита. Да. Просто жестко. Жестко, потому что я не верил, я вам честно скажу, я не верил, что Испанию могут затащить так. Ну, молодцы. Вот я и думал, что им, когда дали дополнительное время, я просто смотрел физическое состояние российских игроков, и я думал, им любыми силами надо доживать до пенальти, протягивать игру до пенальти, потому что на пенальти, сами понимаете, там рандом, там уже есть шанс, то есть больше забить, где-то какой-то вратарь отобьет или еще что-то такое, потому что они играли на контратаке, получается, и им надо было... Им нужны были силы для рывка, для этой контратаки, а у них уже их не было, этих сил, поэтому им надо было до пенальти. И вот, по пенальти выиграли. Тупо хисп размотали. Хисп, да, Испания же хисп. Их уже давно, кстати, нет. Хорошая, да, аналогия. Да, они, мне кажется, порассосались все еще. Но и то там уже, мне кажется, перестали играть многие из этих хиспа. А те, кто играет, да, вроде они... ничего такие были, не то чтобы сильные, прям очень ничего такие, я помню. И ты помнишь, еще мы когда были на 30 каких-то да, там, у меня как раз первые друзья были из хиспа. Да, хиспа. Которые вот такие типа крутаны у меня были. Да. И из хиспа. Хиспы. Кто еще? Я помню, какой-то французский клан был. Как же он назывался? В Гансе. Какой-то был французский клан. Но мы частенько их выигрывали тоже. Но у них тоже... Они очень долго были. Но они в топ так и не вышли. Но они слабенькие какие-то были. Французский, да, клан какой-то. Я уже не помню какой. А мет-1 кто был?
Это эти же турки. Там же был мед 1 еще же. Да, Балут Баба был. Мед 1 тоже нет уже. Долорес дичь по сравнению с диким пушкой без баланса. Окси, ну она, видишь, какая-то странная, она по-разному. Ее почему запретили, мне кажется, из-за того, что у нее дамаг выше. И она иногда может прям жестко затащить с этим уроном жестоким, а иногда может тупить. Я думаю, из-за этой неразберихи ее просто тупо запретили. Во-первых, еще ее из-за того, что не у всех, может, она есть. Я не знаю, по каким соображениям, но она запрещена. Но и, мне кажется, не из соображений того, что она слабее. Если бы она была бы слабее, по мнению всех, ее бы не запрещали, понимаешь? Так бы лавину бы запретили. Да, сейчас будет третье место, за третье место, где будет играть, получается, Хара и Зион. Каких? In the standings to get one of those points, one of those 3 qualification points from this leaderboard. We have quite a few familiar teams, quite a few familiar faces. One of which obviously is Knights of Honor, waiting in grand finals today. But that is what it's all about. So if you're an aspiring team looking to qualify, get in on those weekly cup tournaments. Японские мафии триада против якудзы. Якудзы, да. Мы попали в Японию, короче говоря. Жалко, у них не было этих на китайский ивент какой-то карты в китайском стиле. Там что-то в тему вообще. Заточку. Раздел влияния. В смысле второе? Пока еще... Сейчас мы будем смотреть бои за третье место. До 3 побед играют команды сейчас. А потом уже будем смотреть финал за 1-2 место. Нет, я еще, Павел, не видел пенальти. Я посмотрю после ESL. Вот начались уже бои за 3 место. Дедли делает первую кровь. Они, не смотри, как мы видели. Они прибежали, короче, 2 на А и 2 на Б прибежали. 2 раза? А почему 3 уже? 2 на А побежали, понял. 2 на А, 2 на Б они зашли резко. А эти... Эти С, Б и Б не забрали, и в итоге они и С потеряли, получается. Я просто смотрю сейчас у тех, кто в проплее играют, они у всех Одины уже. Здесь, видишь, все на скаутах играют. Здесь уже с Барракуда никто не осмеливается пострелять на большой ферме. Смотри, он идет. Ничего себе, вот сейчас гробовщик, как смотри, забрал. Ты видел, на он забрал? С этой позиции он полностью забрал. Хорошо. Да, он тут стоял на месте, и он ему пол брони только снял. Так, Мигейт. Гробовщик перестреливает его сзади. Да, хорошо они А забирают. С этой стороны они очень хорошо А забирают. Whenever we had like what one bad game I think last time we did our Go for final and whenever you watch him play today he's just been doing so. Ромео, почему ты пошел на? But again, looking at the point difference, Triada, they're spreading the workload evenly. They did this in the semi-final. I know. Потому что они дефили больше, значит, той на точку больше дефили.
Сейчас, получается, Хара уже забирает 2 точки. Вот сейчас могут они догонять жестко. Эксперт перестреливает. Забирает А. Пытается обижать. Да, да, им надо дефить Б. Сейчас. Киллинг спри эксперт делает. Привет, Андрей, Джаггер, кстати. Сейчас гробовщик один на С. Его забрали вдвоем. Эксперт очень хорошо сейчас отыгрывает. Смотри, 270 очков уже сделал. Нормально, они прям вообще на изи как будто выиграли. This is the only time in this rotation we actually see control points played. So if this is by far, you know, it could be maybe their best mode in this matchup in particular, it's only one map. They're not going to have a chance to play it again. Yeah, of course. But on the flip side, if you consider control your strongest, and then you get out of the way, so yeah, cool, but now let's see, you know, we're going back to what I believe the second map is. Yeah, it's the warehouse, it'll be TDM. Сейчас военный склад, да. An interesting one, I think, in terms of maps, because we've seen some teams that seem to really thrive. Но сейчас уже идут бои до 3 побед, получается. Им, если они выигрывают военный склад, еще одну карту надо будет выиграть. The Barracuda by itself seems to be by far the most popular sniper rifle. I know it was kind of a toss-up between Thanatos and Barracuda, but really, now it's been a while since the Trio tournament, people have had time to get their hands. А я на самом деле думал, что здесь распределены карты именно одна точка, одна обычная карта, одна точка, одна обычная, но как показали до этого, что не так. Может быть и 2 точки в подряд идти. Да, одна, 2 карты. Ну, против точек я вообще ничего не имею. Мне, наоборот, точки даже больше нравятся. Ну вот, началось как раз. И они почему-то 15 минут, слушай, они ждали друг друга, значит. 15 секунд прошло с начала боя, и никто не появился. Хара сразу начинает рашить. И, видимо, это удачно получилось, 56 на 24. Так, триада они собираются у себя. А, да. Здесь уже взяли барракуды. Один в комнате стоит. По инфе его забрали. Медузаа это был. Ой, вдвоем хоть гранаты не задамажил что-то. Смотри, триада... Ой, Хара прям на атаке играет. Эксперт делает киллинг спри. I think that's why we see a huge amount of the kind of the fighting taking place in the middle of the map, because there's no point pushing any further. You don't want to almost like walk. Триада тоже пошла в атаку. Что-то они все красные. Ой, жестко им сейчас вдвоем вместе стоять. Ох, нормально здесь почти что. Привет, Андрей забрал Медузаа. При том, что он был красный. Медузаа, видимо, не ожидал вообще. Не, аптеки очень хорошо восполняют. То есть он был вообще красный, и он быстро восполнил свое хп до фула. Хорошо встретили. Граната прилетела. Медузаа заходит, эксперту сзади. А, забрал, я думаю, не заберет. Ох, как из барракуды какается на ошибке, да, высокая. Не попадаешь когда в голову. Тот просто состригает тебя Одином, просто, без прицела. Смотрите счет просто, 291-298. Прям килл в килл идут. Эксперт MVP, 149 очков уже сделал.
Looks like neither team was really able to get the ball rolling. Oh no, and Medjay tries to follow around but misses a crucial shot and dies for it. Big mistake, unfortunately. Даблкил мигейт. Не дали ему трипл сделать. Он уходит, красный. Мигейт на скауте играет. У него, видимо, нет барракуды. But this comes back to TDM, right? Two teams that have gotten this far in the tournament, they're going to be good at getting the 361 просто счет. Вот это реально напряженка. Because that's where it just comes down to combat skill and ability. Expert tries to go around, doesn't want to chase too hard. I like that choice. Непонятно, кто эксперта сейчас дамажил. Он забрал. Да. Wonderful call right there to go towards the right, almost like a 50-50. Which side is he going to go? He bets his chips and he's right on that bet. Ух, как хорошо выполняет. He's now straight back up to full health. He's going to be super vulnerable to those headshots though, which is why he's swapping to a ranged weapon of his own. He's got to be super careful. На 2 килла выигрывает. Extend too much. The grenade, bad grenade. Unfortunately, it's going to go. Опять сравнялись, смотри. Выигрывает Терехара. Вот это счет, вот это счет. Ромео куда попёрся, вообще сейчас он сольется стопудово прям. Сейчас и те сольются, вот они все красные. А нет, смотри, как принимают. Ох, как они грамотно втроем, да, встали? Все слева втроем, по-любому по связи играют. Скорее всего. Либо за друг другом очень хорошо следили. 1-1. Они просто так не собираются третье место отдавать, да, я как понял? And TDM, 4 versus 3 is not good news. But maybe that's where he's going to make the read though, because you know we can see that the entire enemy team is coming around the corner and going to collapse in on him. But maybe he thought, right, if one of them comes around here, you know, because something we do see teams do, right? They sometimes group together, they sometimes pair off, but sometimes we'll see one player kind of sneak around to the other side while the 3 of his teammates go somewhere else. So maybe Romeo made that read. Maybe he was like, okay, there's going to be one around this corner. I'm going to take him out, ambush him, get the 1v1, and then I'm going to kind of circle around and collapse in on him. But it didn't quite work out that way. Well, these guys only have a little bit of time to think about it. That's the thing about Guns of Boom, right? The maps actually are so fast. Россия в четвертьфинале, ура! There's actually not a lot of time for these teams to kind of recover and realize what they did wrong. So, то, что в конце, конечно, угадали, что они все крайние пойдут. Paradise Island as our next map. Так и встретились. You know, you were going to wait for that at any point. Че? The second time, I shoehorned it right in there. It's just not even like a pun. Хара встречала. That sounds why waste an amazing moment. В самом конце. Да. Встречали, пока вы не угадали, что они из этой крайней арки пойдут. Да, Ромео отлетел, считай, и они просто на автоматах стояли, а те, видишь, на дикобразах, получается, вышли, да. И закидывали их еще. Генами? Эти зионовцы, да, вышли, например, с противоположной или с центральной, и просто в бок простреляли. Ну, скорее всего. Они, видишь, просто на автоматах стояли, а те, видимо, выглянулись после Ромео, выглянули все на дикобразах, они переключились, и их просто забрали с автоматов. Тем более там Один, и они состригли их просто на средней дистанции, и все. Там еще, видишь, счет такой был, килл в килл, по сути. Интересно, бегать будут все через эти хижины. А там, видишь, еще смысл получается, там же килл-камеры нету, инфу они практически не могут говорить после убийств. Где кто, сколько и все остальное. Right, so we're about to go into King of the Hill. Do you reckon we're going to see Triada have? Because when they won, they basically won the objective mode a lot more dominantly than Yakuza won the team deathmatch. So clearly they seem to be a little bit more switched on with objective control modes, which we're about to go into. So this is obviously going to put them in a 2-1 advantage if they win. But on the flip side, if they then lose this map and it goes 2-1 to Yakuza, they're going to have to play it out on team deathmatch, which they just lost. So I think this is a crucial map to win for your team. Yeah, I would definitely agree with you, but I also think one of the variables is how different the maps actually tend to be. You can definitely say that on the warehouse. Давайте, мужики, следующую катку запускайте. Смотри, 1-1 это, то есть у них могут затянуться катки вообще на самом деле. И получается финальные команды, они ждут обязательно третье место. Is one of the most absolute vertical maps in the entire game. So in a TDM setting, it's not varied in levels of for sure. But it's not one of those maps where you kind of keep your scope on that level height and it's kind of universal head height. You know, you can't crouch in the game, right? So
you kind of keep your cursor, especially as it's a mobile game and it's all done through, you know, finger control and things like that, you can kind of keep your reticule on that one angle, and if someone's head kind of goes within it, then you kind of hit it by default. On skyscrapers, you got to watch so much more out about, you know, whether you go down or up. Интересно, вот как они могут обсуждать вот это вот сейчас так долго, да, что сейчас происходило? Смотри, триады сразу втроем заходят на точки, двое оббегают, да, эти оббегают. Триаду забрали на точки. Ой, они еще и сейчас, смотри, с левого дома заберут. Двое точек. Я как понял, здесь все на скаутах уже. Им срочно точку надо будет забирать и дейфить потом. Опять счет какой? Какой счет просто? Даблкил от Роми. А, нет, привет, Андрей с Баракуды. Даблкил, негейт. 240 на 170. Пока не получается у триады почему-то забрать точку. Ой, смотри, как он с вещей забрал двоих. А, нет, почти что двоих забрал. Дедли сейчас один повезет на точку. Трое. Они, видишь, прям за друг другом бегают. Они вчетвером выходят. А, нет, вот вдвоем сейчас пошли. Сейчас эксперты, по-моему, спину заберут. А, нет, не успел, он успел развернуться. Так, вот, привет, Андрей сделал кингспри уже. С Баракуды. Комбо-брейкер. А, Мигейт забрал. Гробовщик трипл-килл. Красава. Им сейчас надо дефить, им надо дефить прям. Да, очень хорошо. Сейчас Мигейт еще заберут. Будет дефенс. Дедли пошел оббегать. А, нет, назад вернулся. Увидел, что точка. Он с Бураном, смотри. Теперь давай забирай. Смотри, неудачно зашел на точке. Гробовщик заберет чисто. Вот видишь сейчас, видишь, у Дедли сейчас был походу Джаггер, что ли, он вообще не задамажен. Близкой такой дистанции. О, Хара, смотри, просто втроем стоят. О, гранаты забирает. Ну счет, триада должна затащить, по идее, 150 очков сейчас. И их точка в конце. Они должны затащить здесь. Даблкил, Меджай. Нет, должны 70 очков им осталось забрать. Да, да, забираем. И вот видишь, уже в конце уже по одному все. Да, он один стоял, такие гранаты. Все, последний килл, и триада 2-1 ведет. Здесь нереально затащить им будет. Да, один килл, все. Триада 2-1. Сейчас еще одну катку выиграют, и у них третье место они. И Хара отлетит. Да, я видел, что наши выиграли... Сколько там? Ну, по пенальти выиграли, видел. It really is the health items though. Once you've used all your health items, your ability to survive is so much cut down, right? Because people just... The weapons do so much damage, especially when you're this accurate. Посмотрим, Окси. Посмотрим. You effectively have to just be super careful and not put yourself in that situation. Super careful. But I feel like sometimes as well, to not put yourself in that situation requires you not being within a range to really do anything. You know, I think that's what it really comes down to. If you're going to get those porcupine Гранат килл. Насколько в проплее
больше по статистике гранат-килл, чем в обычных катках. Просто можно вот сейчас выход какой, да, сделать в Гансе. Убрать вот эту всю фигню, крио-гранаты, флешки и гранатометы, увеличить обычным гранатам дамаг. Все, и увеличить как бы, чтобы, как это называется, обычные аптеки увеличить им также скорость лечения тупо. И скорость, и как бы количество хп, чтобы они больше лечили. И все, и верните нормальный ганс, да, как говорится. А вот эти вот потасовочки оставьте на выходные дни. Не давайте за них никакие гранатометы. Кому интересно, будут играть в эти потасовочки, да, херачить там друг друга базуками. И все. Сейчас будет небоскребы. Но здесь триада должна затащить. Ну, да, хотя мы до этого сказали, они, по-моему, не затащили, да? На небоскребах. Или затащили? Они не играли. А, не доиграли они, да, небоскреб. Триада должна хорошо здесь сыграть на небоскребах. Нашему ума не хватит сделать такую игру. В смысле? В том числе и русскоязычные программисты работают над этой игрой. Во-первых, это ведущий из организации ESL. А эта организация, она англоговорящая, так сказать, европейская. И поэтому это ведущий, я как понимаю, ESL это просто Guns of Boom. Как бы она просто свою игру выставила там, чтобы, ну, договорилась с ESL, чтобы они, в общем, проводили эти турниры. ESL это организация киберспортивная, которая, в принципе, все игры топовые, она как бы транслирует турниры по ней. И CSGO, и PUBG, и все остальное. Я за триада. Да, давайте нам игру показывать. Сходите, настригите саму игру. Да там артист, там не скажешь, чья это именно. Латвийская, может быть, головной офис там находится, но над этой игрой же не только один человек, или два, или три человека. Офисы по России, несколько дофига офисов находится, и то есть программисты в них работают над этой игрой. То есть нет определенного офиса, который находится, например, в Литве там или в Москве. То есть это все сборное такое. Команда Game Inside просто этим занимается. Все. Да. Все... Смотри, Хара вся идет в комнату. А триада пошла... А, нет, один. Ой, эксперт один зашел в комнату. Сразу забрали его. Они, вот, видишь, Хара, она более плотно сейчас зашла, поэтому они забрали всех. Вот эксперт уже появился. Забрал Армана. Да-да. Сделали киллы и ушли к себе. Так, эксперт двоих сейчас забрал за эту жизнь. Вроде как. А, нет, одного пока. Хара пока... А, нет, не ведет уже. Уже не ведет. Добавщик. Так, кто-то там... Дедли, да, зашел в комнату? 114 на 126. Тоже жесткий счет. Килл в килл идут, по сути. Ой, сейчас, мне кажется, здесь эксперт отлетит. Роме пытался сзади зайти. Одного забрал.
А, Лардмана назад отошел. Почему он Роме не помог тогда в этом случае? Сейчас триада более плотно стоит, забирает. И сейчас... Привет, Андрею, надо развернуться, чтобы забрать там кого-то. А, нет, Дедли справился с Роме. 202 на 197. Прям просто килл в килл идут прям игроки. Две команды. Да, здесь чуть уже хорошую сейчас атаку сделали. Потому что зашли вместе втроем справа. Опять сравнивают счет. Вот это вот сейчас бы, вот так бы сейчас, как XLNS забрал Гробовщика с Одина, с Джаггера хера бы он так забрал, да? Слева вон. Ромео как отлетает, смотрите, от эксперта. Хорошо эксперт сейчас стрелял. Хара ведет, Хара ведет. Надо триаде просто собраться сейчас вместе, а не потому что по одному что-то бегают. Ой, оббегают уже средства. Вот сейчас Один работает, давай, давай. XLNS киллинг спри. Жестко, жестко. 47 на 339. Неужели мы дождемся пятую игру? Пятую карту, походу. 450 на 339. Сейчас очень тяжело будет поправить эту ситуацию с этой командой. Да, в какой-то момент долго собирались. Да, да, да. На 100 очков. Ой-ой-ой, сейчас собирались. Уже успели. Давай, давай, добирай. Фух, добрал двоих. Но здесь сложно. Здесь уже, по сути, им осталось 2 килла там сделать. Если Brutal Kill, получается 2 килла. Харе осталось 2 килла тупо сделать. Все. Жестко. Они, видишь, гранатами закидывают. Перебрасывают, да, через эту штуку. Мы будем наблюдать пятую карту. Первый раз, по-моему, да? Первый раз за все время все 5 карт отыгрываются. То есть сейчас счет 2-2. To find out which these teams take the money, we're going to go for a showdown. I wonder if that was like almost deliberate. These crazy gunslingers. Well, either way, I actually think I'm really happy for Yakuza to show that they can still, I think, step up in this game mode. It kind of shows, I think this is definitely, at least in this series, TDM is their bread and butter. But unfortunately for them, you did mention that they have control over these objectives. That's the only map that we have left. You know, this skyscraper map was the last time we're going to see TDM. So if Yakuza can only play well, да, в конце. What they will have is the momentum, which is, I think, underrated. Я могу пока повесить. But again, it does seem to be that the team deathmatches were definitely not as the objective modes were. So it kind of goes back to me saying that even though it's 2-2, I'm still. Пока послушайте двоих ведущих. Интересно, они скидывались, кому что пробивать? Одного губа пробита, а второго бровь. Кстати, да, кстати, я тоже об этом. Ну, странно как-то у них у одного. А, слушай, мне кажется, это два брата. Когда они смотрят оба в камеру, они похожи. Они похожи, да. Ну, пипец, у них прически одинаковые. Да, 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 и перцы. Я хочу бровь проколоть. Нет, я, давай скинемся. Я проиграл. Ну ладно, тогда я тогда губу, да? Да. Which team truly is the best? If it was a best of 3, да, Россия вышла в полуфинал. Это нонсенс, конечно. Это прям. But I feel like even though, because obviously, you know, for this show, the teams are basically just playing for money, and it is a decent amount of money, so it's still worth putting in 150%. However, this can be great data. So let's say hypothetically that Triada win this 3-2. Even though Yakuza are technically the team that lost the series, they will then have that glaringly obvious issue of, okay, boys, we need to get better at this part of the game, right?
we're fine at TDM, we need to work on Control, we need to work on King of the Hill. And what amazing data to have moving into the weeklies where you are qualifying for the Katowice Invitational, right? The European Invitational. Even if you lose in this kind of cup, that is useful for you as a team because you understand where you need to work on, you have the VODs to watch, to study, and you can work on it from there. So here we go, this is going to be our final map in this third place. Да, нет, Хара двое смешков, отряда, да. Who is going to just fall short. The experience is important, but to be honest, when it's one map, deciding who takes Хара двое смешков, двое по центру, походу. Both teams have 5 minutes to realize who's going to win this series after such a back and forth, such a grueling 5-map series between them. Триада взяла точку, получается? А, нет, сейчас... О, трипл килл, киллинг спри. XLNS что-то прям... О, квадрокилл жестко. И он сразу сравнивает счет. Стоят вдвоем, смотри, стригут сотни. С их стороны, да, это, кстати, неплохая позиция вообще. Okay, now this is hugely important for Yakuza. They have historically struggled to win. Ой-ой-ой, как они встретили, да? Как они встретили. Ой-ой-ой, вот это жестко было. Killing spree for Romeo. So even though the double kill came through, Yakuza still in the lead because of it. Actually, this has been an amazing turnaround. You know, Yakuza, they have been struggling to kind of establish dominance in the objective mode so far, but now they find themselves quite considerably in the lead. Хорошо, что они еще не всех забрали тогда, да? Crucial that they do. Andre, how my high ground, but no, got taken down by Lord Mano. That's really unfortunate. He has been surprised again. Can he win the 1v1? No, he can't. Смотри, Хара берет точку и тупо из-за того, что дефит, да? XLNS что-то вообще раздает. Лордмана без прицела с Одины стрижет. Да, прилично. Отрыв 200 очков. Они жестко контролят точку, смотри. Опять ДФ. Почему-то как-то получается, что они по одному, да? Забегают. Ой, Дедли сейчас берут. As we reach that 1,000 limit, they just have so much control right now, and I mean, like the group kills too. These team fights. Как-то не знаю, не клеится, да, здесь? And another one, back to back. Oh, the star performer. Что-то XLNS разошелся, смотри. Он уже 265 очков сделал. Oh, he goes in for the ambush. Dropship gets one kill, but gets taken down immediately when trading out. Now we are only a handful of points away, and that's going to be it. Yakuza are able to win the third place playoff. Find themselves a little bit of cash and win the first objective mode of this series. How about that? We talked endlessly about how TDM was their strongest mode and how we were worried that TDM to finish things off. But who wasn't worried? Yakuza. These guys came to play. They managed to get their third place spot. Unfortunately, won't see them in the grand finals because this was just to decide who got third. But I feel like сейчас будет жаркая, да, катка. Is a situation that as a team and a squad, you've got to get. Джаги против кого там? Битома. Да, Битома не выиграет. Into future tournaments, future cups, off stream or on stream, knowing they've been on the back foot of a long series and they've come out on top before, and they can definitely do it again. However, we are not going to be going for a break between our grand finals. We are wasting no time and getting straight underway. The third place playoff is finished. We have the most important match of the day to get underway, and that's going to be our grand finals with some familiar faces. Knights of Honor and back
back-to-back. These are two of the stronger teams in this part of the world. Absolutely, Knights of Honor being the team to watch. I really would be paying the most attention to them in the grand finals. They were able to take the crown in our last go for, and they're looking to try and do the exact same thing for 2 cups in a row. Currently sitting in our invitational leaderboards as the #1 team. They have the highest У кого один, тот и победил. team in this part of the world. If they can take this tournament back-to-back, then I mean, the accolades will go on, won't they? The crazy thing is Knights of Honor 1, particularly, obviously we keep saying Knights of Honor 1 because this is basically a clan. Knights of Honor are a clan within the game, and they have multiple teams that compete. Knights of Honor 1, Knights of Honor 2. But Knights of Honor 1 definitely seems to be the dominant force of the two. Obviously Knights of Honor 2 we saw in grand finals last week, so obviously not to take anything away from it. It was a team kill. But Knights of Honor 1 are the most consistent team, and they are hard #1 in the European Invitational leaderboards. However, the Go For leaderboards going into this cup, which is obviously the leaderboard that got the teams into this broadcast, they are 3rd place, if memory serves. So they actually haven't been quite as dominant specifically in the last 2 weeks. However, looking at how they've played today, will back-to-back be the team to take them out, or will they keep the momentum we've seen from today going and win their 2nd broadcast in a row? There's always the chance that when the у них сразу большая ферма. The #1 team will kind of, regain their stature. Смотри, трое. А, нет, 2 Б. У битобов. Ну, перестреляли, видишь, по 2 они... видимо, никто не пошел из них. БЦ. But they're doing a good job so far, as they have a slight lead. Oh no, just I can say that they've lost it by literally 2 points. Ignore me, never mind. However, now going to have to get it back thanks to a kill started by John Wick, and then Migs getting one of his own. 150 на 120. And it's all coming down to control. Control points, you really need to make sure you've got that. Ой, Джанни, по-моему, в голову попали. Сразу. Отлетел. Looking to be kind of difficult, actually, I think, for Knights of Honor to kind of crack that Тимак почти что Гонзу забрал. Гонзу правильно сделал, он ушел, смотри, прям на крополях на... Там кто выиграл? Чё? Хара. Предыдущим раундом. Хара, да, выиграли. 3-2 выиграли они. Прикинь. Жесткая борьба была, конечно. Джон Вику прям впритык забирает, пока он Джаггера стрелял кого-то. Киллинг спри Дабар. Дабар добрался. Битобы, да. При том, что они, видишь, забирают бэшку сейчас. Они забирают бэшку и вдвоем там стоят. Сейчас будет дефити. Сейчас будет киллинг машин Тимак, смотри. А, смотри, Тимак забрал киллинг машин. Да. А как? На него он дохлый. Не дохлый, он красный. Да, он красный. Но там, видишь, он из-за стены, из-за сена, видимо, перестрелял его с Дикого. Там же каждый выстрел, считай, кто-то промахнулся, кто-то попал. Ну, молодец, он хорошо стреляет. Тимак. Сейчас киллинг машин забирает. Опять Джанни сейчас задефил. Вот и сейчас... Вот и все очки, да, возвращаются. Ой, Джон Вик. Джон Вик Тимака не забрал, прикинь, Тимака. Вообще красного кто-то другой подстраховал. Сейчас Джанни. Все, видишь, прокидывают гранаты сразу на точку. Пытается хоть как-то задефить. Плюс еще, наверное, она чуть-чуть ослепляет этим дымом. Ох, Джанни 2 забрал, смотри. Джон Вик и Гонзу. И сразу смотри, сразу все хп все восстановил. Блин, в аптеке рулят. Джон Вик, Тимак пытаются. Но сейчас Джон Вику капец, потому что его двое стреляли. О, зарезал. Конор Макгрегора не видит. Ох, 2 забрал. А забрал 2, да? Побрил. Они очень хорошо стреляют, Джаги. Проплея.
kind of escaped them. It kind of slipped in their fingers a little bit. But I feel like just through solid play, some really crucial moments actually. We saw some good combos, doubles, triples, you know, even a killing spree coming forward, and the reward you get from that is super significant. У финалистов один зритель, у вас на простом бою 4. In that map, you combine those situations where, right, we've Потому got что там закрытый трансляция. Да, там закрытый. The other team can do nothing about us taking B or taking C. If we're near a location and they've all gone down, that's a guarantee. У них была гала, да. Heal back up or try and avoid minimal damage, and then maintain that control, and then continue to get the good kills, get the good fights, and then the natural. Как на ИГРе в начале, да, все подсматривали. They didn't even win by a kill by the end there. They just won by holding more points than the other team. Okay, so moving into the second map, we're going to be going back into the military warehouse. And to be honest, I definitely favor Knights of Honor on Team Deathmatch. I think they are some of the strongest players in terms of combat skill and, you know, knowledge on how to win those fights. And going into Team Deathmatch, I think that's just the perfect kind of map for them to play in, especially if T-Mac is having a good game, as he seems to be a consistent, strong player across all maps. But one of the things that really sets him apart, I think, is his accuracy. And not only is this now good for that as a game mode, but military warehouse, for a player like him, I can imagine is a bit of a playground. I think it naturally will be, because all you've just got to do is be consistent with your aim on a flat map. You know, we've talked about this before, but height, I think it plays a big part in your ability to get frags. And it's just general awareness. If you're kind of used to just keeping your reticule on a certain level when people come around corners, of which ambushing people around corners is very popular on the warehouse because there are a lot of hard angles to pick. You know, fresh out the spawn, you've got almost unlimited vision on the other team. You know, the second they've come out of their spawn, they are within your firing line. So if you're super quick, the start of the map will be different. Sometimes teams like to prefer splitting up and they go for 2 each side. Sometimes, you know, a team will just военный склад. And I think it's really useful. If grenades are super ну такие же карты, как за третье место получается. Targets can be very difficult in a high level of play, you know, because everyone has a pretty chunky hitbox on them. If you're sticking together and someone's not throwing a grenade or they're going for like a sniper shot, hitting the same target consistently when there's so many people around is actually kind of difficult to do. Yeah, absolutely. But I mean, at this level of play, you can even take difficulty into it, you know, because it's something said that, you know, just because a shot is hard to make, or, you know, a certain grenade is hard to throw at a certain angle, you know, these are the kind of players that, especially in grand finals, are going to be used to that. Especially considering, you know, a number of these players, competitive Guns of Boom, все вчетвером, смотри. New, but these guys have been playing this game since it first came out. So, you know, they А те в комнату все. Они одного потеряли, вон. Видишь? Битобы разделились. Сейчас, по идее, джаги их должны разобрать в этой атаке. Джон Вик. А, нет, Тимак забрал. Я же сказал. Джаги, видишь, они эту атаку выиграли. It's a very common strategy on this map. You can have a lot of vision, I think, from deceiving ranges. Oh, yeah, the amber really took out Migs. That was an amazing assist. Как он так оттуда попал? Из дикобраза с такой дали. He wasn't ready for someone jumping on his head. That's exactly what happened. But a very, very back and forth game right now as Dobag. Ой, сейчас заходит Джани, мне кажется, и заберет. А, нет. Да, забрал, смотри, киллинг машины. У киллинг машины тоже, походу, Одина нет, слушай. Он из Джаггера сейчас стрелял, пока Джани его с дикобразом стрелял. Oh no, missed the grenade. Yeah, that was a bit of a fumble. Glad we caught that on spectator. Oh no. But John Wick finds himself quite low, trying to heal up though. He's going to get back to full soon. А, нет, у него один. Или он подобрал. So much life. And Gons with a wonderful kill on the Barracuda. Great shot from a distance. Киллинг машин, киллинг спри. Чё он за мной повторяет, этот чувак? 270 на 230. Джаги ведут. По сути, а, нет. Уже получается всего лишь 5 киллов.
4 килла ведут. То есть он тупо сейчас по двоим гранату кинул и задамажил их нормально так. Двое в комнате. Вот у Джагов реально игра хорошая. Они, видишь, прям... Киллинга? Haven't got that long to reflect on those decisions, but back to back, in a short space of time, they've been able to somewhat bring things back into this fight. Unfortunately, the lead is consistently just да там все, кто какой-то результат сейчас хотят показать, они все уже на отдыхе. Смотри, они выигрывают уже бэк-то-бэк. Они просто стоят все вчетвером за комнату. Да, да, да. Тимак один пошел. Тимака забирает. Ой, сейчас будет зависеть от этого очень много. Сейчас как они зайдут. Киллинг, Дабар, трипл килл. Сразу, видишь, вперед вырывает команду. 2 килла выигрывает. О, Егер миксует прям жестко, забрал. Вот сейчас вот у них все сжалось там. Егерь. Просто сейчас решит просто киллы. Ты видел? Да как ты? О, киллинг машины, гранаты забрали. Гранаты забрал. Смотри в конце просто гранаты. Indeed, but at the same time, like, you have to commend that kind of play, right? Because not only was he so on point with being able to know when to throw the grenade, просто прикинь в конце, как обидно на гранату какую-то попасться, да? When you have that many consistent game-changing grenades, you are on point, and we see it here. That the proof is in the result. That was an amazing turnaround. And it was also grouping. I think early on, unfortunately. Но в начале Джаги намного лучше играли. Они о двоих, видал, Дабар? Гранаты, Джон Вик и Микса. Просто по двоим кинул гранату и все. Блин, как бы Адабар вон еще кого-то гранату убил. Как было бы интересно играть в обычных катках, да, вот с такими гранатами и аптечками просто. You can't take that risk. But at the same time, if you are grouped together, your damage output is amplified to an insane degree, right? If you're grouped as a 2, 3, 4, whatever it is, and you've got like, you know, 4 porcupines running in a massive group, all aiming at the same target. Гранаты вроде 1600 снимает, если exactly, but that's an amazing source of damage output. If you're running around as a group and you're taking people down one at a time, as you know, as fast. Ну граната она еще может по нескольким попасть в зоне ее действия. 2-0. Jaggy. I think we've seen a couple of Thanatos users, but primarily been Barracuda. Assault Rifle has really been Juggernaut or Odin, and that's kind of been really it. And, you know, heavy machine guns we just don't really see at all. So, you know that if someone's running around as a group, it's going to be the porcupine you have to worry about. If people are grouping, what's your answer to that? Grenades. You know, that's what they're there for. If people are going to group up because they want the enhanced damage, that's where the grenades come into play. You have to be able to play around that. Now, unfortunately for back-to-back, although they've played really well to reach this point, they really have, by being 2-0 down, they're in a difficult position now where they have no choice but to make a 3 straight comeback. Is that even possible, Mustard? Один киллинг отбегает, двое на точку сразу вышли из своей комнаты. И киллинг машин не забирает снайпера, ты чё? Развернулся. Да, чё странно вообще.
I would definitely go as far to say that Paradise Island favors the more aggressive team. You know, if you can keep these guys locked down, keep them within their spawn. Вот Микс сразу, видишь, чекается. Он сейчас заберет Микс. Не забрал Тимак. You fall to the spawn protection. So back to back, they have the lead. Коннор не увидел киллинг машины. Киллинг машин за Коннором побежал. И не успел, походу. Забрал. Джонни. Даблкилл Тимак. Джон Вик Джаггер забирает. Ох, Конза, смотри, как стоит на этой, да, в углу, стрижет. С их стороны, главное, встал такой нормально. Греный как получил нормально, он сейчас дамага. Вот Джаггер выходит на троих сейчас, по-моему. А, вот Джонни помогает. It looks like back-to-back kind of universities struggle to keep up, but this map is a different story, it seems. T-Mac gets completely surprised, but ох, T-Mac сейчас. Nice awareness, unfortunately. Огреб, нарез. Он там просто стоял. Но он до кого-то чекал, видимо, а его просто сбоку забрали. Он в коридоре кого чекал. Вот T-Mac. Но здесь чуть что сразу дикие включают все. Okay, this is exactly what you need to see when you control the point and can then control the opponents from coming in. But it looks like that's actually completely втроем на точке. Один оббегает у Джонни. Джонни оббегает у Джагов. Забрали Джонни. Гонза. Гонза не дал оббежать. Джаггер трипл килл. But the triple kill, actually, as I've even said that, a triple kill coming out from Knights of Honor, that's keeping them in this fight. Okay, да, прокидывают гранату сразу. А, Гонза что сказал? Дефенс, смотри, еще раз дефенс. Еще сейчас дефенс будет. 3 дефенса. 3 дефенса, но точку теряет. Ох, чуть гранаты не убил этот Джаггер. Гонза. And it's going to guarantee that kill, but a very small difference. It's going to be a close one. О, забрали, точку забрали, смотри. Какой счет? 466 на 467 просто был. А, ну сейчас они точку не могут взять, их просто снайперят, да, здесь снайпера надо убирать. Киллинг спри, T-Mac. Киллинг, смотри, засейвился немного. 900 битобы, смотри. Еще могут, любая команда сейчас может затащить, любая просто. А, нет, вот сейчас если точку они не... Да, здесь уже биток, мне кажется, просрут, потому что точка не их. И там все с фулл хп еще. Да, жесткий киллинг спри. Да, все же не затащили битобы, поэтому 3-0. 3-0. Здесь все быстро произошло, да? 3 катки и все. Both times winning first place and the prize money that comes with it. Congratulations, gentlemen. I hope you enjoy. But to do so with a 3-0 this time. Джаги берут во второй раз финал, да? При том, что у них в общем зачете больше всех было очков. Чтобы участвовать в турнире, должно быть в команде как минимум 2 Одина. Да, мне кажется, сейчас уже как минимум 3 у всех Одина в команде. Не знаю. Ну там еще очень хорошо надо научиться стрелять про плей. Это больше решает. Of the European Invitational leaderboards with this kind of performance and this kind of showing when the chips are down and it really matters to be able to bring their A game time after time and now win again in even more dominant fashion. That is why they are there. But to remember, you guys and girls at home can get involved as well. If you think you can take these teams down, get signing up yourselves in these free to enter weekly cups. Интересно, как они
они друг другу в глаза будут смотреть, те игроки, которые друг другу грязью поливали, да? I do believe that is where we are basically at the end for the European side of the broadcast. That's the key word. We've got the bracket for you guys one last time to really have a nice little look at what the journey has been. We started with 8 teams, and then there were only 2 back-to-back, and Knights of Honor in the grand finals, but with a swift 3-0. Knights of Honor remain the team to beat in this part of the world. They're going to be feeling very good about themselves. Ну ладно, что, уверенная победа джагов. To the European Invitational. But that said, that's all we have time for in the European side of the world. We're going to go for a break, set up our North American bracket, and the Guns of Boom Go for finals will continue. So thank you for watching. Все, всем спасибо. Заканчиваю на этом стрим. Ты, Макс, будешь играть? Можно поиграть. Сейчас тогда попозже перезапущусь, я поем. Все, всем спасибо, попозже тогда увидимся.